Всем доброго раннего утра. Друзья мои, когда в мире происходит нечто такое страшное, а любой конфликт, любая война, это все смерть, слезы. Конечно, всему есть объяснение, что для чего делается, но в любом случае потеря детей для женщин, для матерей – это страшный удар. Они никогда в жизни больше не будут счастливы, и не имеет значения, сколько у них этих детей. 5, 3, 1. Эта боль остается на всю жизнь. Как бы ребенок ни погиб, но особенно на войне погибший ребенок, это намного страшнее, потому что он находится далеко, и родитель все время думает, о чем думал мой сын перед смертью, что он хотел бы мне сказать. Эта неизвестность душит. Это очень страшная боль. Очень. Наверное, это одна из самых страшных трагедий в жизни человека. Потеря ребенка, если не самое страшное. Иногда человек думает, пускай бы со мной это все случилось, но мой сын остался бы живой. Но боги забирают лучших. Когда была Арцахская война, я день и ночь не спала, как и сейчас. Я вам честно скажу, просто сильный человек должен другим дать силу жить, вдохновлять. Поэтому я не имею права на слабость. Но мы с Яной целыми сутками об этом говорим, думаем. Хотя я новости мало смотрю, потому что я и так знаю там, что происходит. Она смотрит, она не отрывается и переживает, плачет. Она очень эмоциональный человек, невзирая на то, что она сильный человек. И вот каждый павший у нас вызывает огромную боль. Мы понимаем, что люди гибнут ради нас, чтобы мы мирно жили. Так вот, я каждый раз даю вам работы, которые помогут матерям, женам, да, девушкам, невестам сохранить жизнь и вернуть живых сыновей. Хочу вам сказать, во время Арцахской войны все, кто делал мои работы, у них у всех вернулись сыновья живыми. Очень жаль это говорить, но когда смотришь возле фотографии павшего воина, иконы, кресты, думаешь, в конце концов, вы молились этим иконам и крестам, не помогли они вам, ничего они не сделали, и ребенка вашего не вернули. Так оставьте их в покое хотя бы после смерти. Опять после смерти эти символы смерти, мучений рядом ставят. Зачем? Если, понимаете, логики у человечества нет, когда дело касается религии, отключается здравый смысл. Если эти символы, эти молитвы, эти просьбы, эти иконы вам не помогли, значит, в них нет силы. Помогли заговоры. Такие страшные моменты, такие невозможные, ужасающие моменты, когда просто никого не оставалось в живых, оставался в живых человек, чья мать, сестра, племянница, жена, кто угодно, дочка начитывали. О чем это говорит? Это говорит о том, что чужеродные религии нас не любят и не оберегают, а наши родные боги нас слышат. Значит, сила, которая вам помогает и спасает вас в трудную минуту, она плохая по некоторым выражениям, да, вот магия, она такая, ой, это нехорошо, грех.
Сила, которая вам реально помогает, плохая. А та сила, которая кроме мучений ничего вам не дает 2000 лет, она просто замечательная. У меня много работ. Называется «Вернись живым». Как вернуть человека, оберег на сына начитать. Огромное количество работ. Я опять попрошу, у меня Наталья всегда находит эти работы, ссылки кидает под роликами, чтобы люди находили. Вот попрошу, и под этим роликом она скинет эти ссылки. Но тот заговор, который в этом ритуале, я громко озвучить не могу. В этом случае нельзя. Да и вообще многие заговоры, которые я вам даю, просто так озвучить нельзя. Я после этого еще получаю. То ангина у меня начинается на день, на два, то головные боли начинаются. Я плачу за это точно так же. Знаете, вам кажется, что это даром для вас, но я за это плачу. Чем я плачу, это уже никому не надо знать. Я не собираюсь этой информацией делиться, но бывают моменты, когда вот реально просто никак нельзя этот заговор передавать. Но я попрошу этот заговор внизу написать Яне. Текст заговора продиктую ей. Точнее, напишу ей. Говорить нельзя, написать можно. То есть переписать. И, естественно, объясню все, что нужно там в описании. Подобный заговор, то есть ритуал где-то подобный я вам уже давала, это намного сильнее. И для смелых людей. Хочу вам сказать, что этот метод не мой, не мной придуманный. Этот метод древний. Метод, заговор мой. На основе этого метода. Этот метод придуман давно. То есть не придуман, а применяется, так правильно. Перед уходом на войну ведьмы рекомендовали матерям проводить определенные ритуалы, различные, заговаривать на могиле павшего солдата, своего сына. Различные, очень много различных вариантов. Не пугайтесь слова кладбище. Кладбище – это не место, где вас губят и убивают. Кладбище – это мертвая земля, но там еще и обиталище духов. И, точнее, и не только духов, но и душ, собственно говоря, потому что духи это все-таки имеют природное такое происхождение. Души это уже умершие люди, которые уже души. И эти души могут помочь. Они когда-то были людьми, они понимают наши чувства более чем кто-либо. Есть погостный дух. Есть различные объяснения погостной силы, погостного духа. Считается, что это энергия, это сущность, которая соединяет в себе все энергии душ, которые там лежат. На самом деле это некая субстанция, это некая сущность, которая охраняет покой умерших. Он обитает на старой части кладбища. Некоторые считают, что это последний из похороненных. Но это не совсем так, я не совсем согласна. Последний из похороненных может быть и ребенок. Последний из похороненных, скорее всего, стражник, который несет определенную службу. А именно погостный дух, погостная сила, хозяин кладбища, это совершенно иная сила. И если хозяйка кладбища или матушка смерти ее еще называют, это не совсем сила смерти, просто название такое. Она несет службу, она скорее помощница этой силы, которая является смертью. Смерть – это одна из самых мощных энергий и сил во Вселенной, поскольку мы все смертные, все, буквально, начиная от людей, заканчивая растениями. Поэтому естественно, что она не злая сила, наоборот, она очень добрая сила. Являлась многим очень красивой женщиной. Например, перед началом Великой Отечественной войны люди видели очень красивую обнаженную женщину, которая шла с протянутой рукой, просила есть, а потом куда-то исчезала. И когда об этом рассказывали старикам, они сокрушались, говоря о том, что будет война и голод, что это сама смерть пришла.
Вот. Смеялись, конечно, коммунистическое время, Бога нет, ничего нет, все это ерунда, как обычно. А потом все многие убедились в том, что все это есть, просто не совсем так, как мы понимаем, но это все существует. Итак, что вам нужно делать? Вам нужно идти, вы можете кого-нибудь попросить вас отвезти, естественно, родные и близкие могут вдалеке стоять, не смотреть, что вы делаете. Вы должны подойти к погостным воротам, к воротам кладбища. Можете выбрать кладбище более заброшенное, скажем так, старое, чтобы там рядом никто вам не мешал, чтобы камеры не снимали, сторожа не было, потому что мешать этому процессу просто нельзя. Естественно, вы одни не можете ночью туда поехать. Вы должны туда поехать в полночь, заранее узнать про это кладбище. Можете заранее поехать посмотреть, как расположено, что. Возьмите с собой людей, возьмите родных, сядьте в машину, поезжайте. Берите с собой сердце, говяжье сердце, полностью. Оно не должно быть разорвано, разрезано. Это должно быть полностью сердце целиком. Закажите, если у вас нет возможности. Можете в пакете, естественно, отвезти, но там нужно будет вам открыть. Подходите к воротам кладбища. Ваши родные и близкие не должны смотреть на этот процесс. Они могут вдалеке, просто отвернувшись, стоять спиной к вам, пока вы это все не сделаете. Далеко, чтобы они не слышали, не понимали, что вы говорите, что вы делаете. И вы подходите, и потом дальше не рассказывайте ничего. Что вы видели, что вы чувствуете, ничего нельзя говорить, пока ваш сын не вернется. Вот этим вот заговором, подобными работами спасали своих сыновей, возвращали их живыми. Относитесь к этому серьезно, на тонком плане все работает. Очень сильно работает. Даже если вы не верите в это или верите, в нашем каждом слове есть заговор. Так вот, подходите, кидайте сердце через забор. Стучите по забору 3 раза. Говорите определенные слова. Когда вы говорите эти слова, вам может стать страшно. У вас перед глазами могут быть видения. Не бойтесь, никто оттуда не выйдет, вам не навредит. Но вы это можете увидеть на секунду. Я когда такое проводила с женщиной вместе, я на секунду ей просто дала возможность увидеть их. Она очень сильно испугалась. Она сказала: как вы с этим живете? Я говорю, я уже привыкла. Я об этом не рассказываю постоянно. Если я буду это все рассказывать, меня за душевно больную примут. Ну, это моя работа, собственно. Иногда могу объяснить, но этого достаточно. Для человеческой психики чрезмерно это уже кажется несерьезным, уже кажется выдумками, сказками. Поэтому, не может человек смиряться или боится верить в это. Поэтому ему легче думать, что я придумываю, чем представить, что это реальность. Так вот, кинули сердце через забор. Постучали 3 раза, сказали слова. После этого вам покажется, что в лицо будет дуновение ветра. Одним словом, энергия некая. Вы почувствуете присутствие кого-то перед собой. Увидите это или почувствуете, по-разному бывает. Скажете следующие слова, которые нужно будет говорить. В описании будет весь заговор. После чего благодарите своими словами, отворачивайтесь и уходите, не оглядываясь. Ни с кем не разговаривайте. Пока вы не дойдете до машины, не сядете, ни с кем ни слова. Ничего не говорите, даже слова, что вы там видели, что происходило, как было дело. Только после того, как ваш сын вернется живым, вы можете это говорить. То есть рассказывать. Так вот, это все сказали, повернулись, ушли. Когда ваш ребенок вернется, возвращайтесь на то же кладбище, опять приносите сердце, кидаете через забор и опять говорите определенные слова и благодарите. Но не ночью, уже можно днем приехать. Благодарите своими словами и уходите. Не забудьте его благодарить потом, потому что в следующий раз, если вам пригодится помощь, он вам уже не поможет. Это очень могущественный дух, он будет отправлять свои силы, сопровождать вашего ребенка, и он такими
просто чудесными способами останется в живых, что он сам потом будет удивляться, что он живой вернулся. Ему даже скажут, ты как заговоренный, тебя прям пуля не берет. Проведите это. Проведите это для своих сыновей, для своих племянников, для кого угодно. Я попрошу Яну быстрее это написать и выставить внизу, потому что время не терпит, это нужно делать. Те обереги защитные, которые вам дарю, тоже читайте. Но нужно делать все, что вы можете сделать, все, что от вас зависит. И я вас прошу, одни не ходите туда. Обязательно возьмите кого-нибудь. Если у вас дома нет поддержки, попросите у друзей. Но одни туда не ходите. Не потому, что, понимаете как, все-таки мы живем не в спокойное время, во-первых, и по ночным кладбищам одному ходить. Это должно быть в полночь, ровно в 12. То есть 00:00 ночи вы должны быть там. Поэтому одни ходить не очень безопасно. И, во-вторых, мало ли что, вдруг вам станет плохо от увиденного. Ну, на обратном пути просто будет как-то не очень. Не езжайте туда с таксистами, они могут испугаться и уехать. Такие случаи бывали. Я не думаю, что в вашей семье не отнесутся с пониманием к вашему желанию вернуть своего ребенка живым, здоровым обратно. Возьмите близких людей, и вот как я вам объяснила и как я вам говорю, так и поступайте, так и сделайте, проведите это. И через некоторое время вы сами удивитесь тому, как ваш ребенок в самых страшных таких вот моментах останется в живых. Всем желаю удачи.